Сегодня у нас несложный в приготовлении домашний торт клубника со сливками. Торт получается в меру сладкий, очень нежный и воздушный. Белоснежный ангельский бисквит на белках, воздушный сливочный крем и ароматная клубника. Идеальное сочетание. Приготовление торта начнем с бисквита. Белки комнатной температуры выливаем в чистую сухую емкость. Добавляем соль и лимонную кислоту. Начинаем взбивать, постепенно наращивая скорость. И когда появилась пена, начинаем в несколько заходов добавлять сахар. Когда весь сахар добавлен, продолжаем взбивать меренгу на средне-высокой скорости. При желании добавляем щепотку ванилина. Меренга в результате должна получиться мягкой, но стабильной. Вот так выглядит основа для будущего ангельского бисквита. Далее в меренгу просеиваем муку и аккуратно замешиваем лопаткой бисквитное тесто. Проверяйте, чтобы вся мука объединилась с белками и не осталось непромешанных участков. Вот такое довольно густое тесто должно получиться. Я заранее подготовила раздвижное кольцо, установленное в диаметре 18 см, обернула его фольгой и сразу установила на противень. Маслом смазывать не нужно. Перекладываем тесто в форму и слегка разравниваем поверхность лопаткой. Ставим в заранее разогретую до 170 градусов духовку режим вверх-вниз без конвекции. Я выпекала на уровне чуть ниже среднего 40 минут. Первые 25-30 минут духовку не открывайте. Готовность бисквита проверяем сухой шпажкой, не вынимая его из духовки. На шпажке не должно быть остатков сырого теста. Еще горячим сразу после выпечки переворачиваем бисквит прямо в форме и оставляем его на решетке до полного остывания. Благодаря перевернутому положению он не осядет и сохранит изначальную форму. С полностью остывшего бисквита снимаем фольгу и с помощью ножа вырезаем его из формы. Бисквиту обязательно нужно дать отлежаться. Оборачиваем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 6 часов, а лучше на ночь. Далее приготовим крем из взбитых сливок. Сливки должны быть хорошо охлажденными жирностью не менее 33%. Желательно, чтобы до приготовления крема они простояли в холодильнике ночь. Если сливки будут недостаточно охлаждены, то в процессе взбивания они могут отсечься. И первым делом замачиваем желатин. У меня здесь быстрорастворимый желатин с силой 220 блюм. Я замачиваю в пропорции 1 к 6, то есть на 10 граммов желатина беру 60 граммов воды. Пока желатин набухает, сливки стоят в холодильнике. Когда желатин набух, распускаем его в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане. Его нужно довести просто до полностью жидкого состояния, но старайтесь не доводить его до кипения. Оставляем желатин немного остыть, пока будем взбивать сливки. 700 граммов хорошо охлажденных жирных сливок начинаем взбивать. Начинать взбивать лучше с небольшой скорости, чтобы сливки не разбрызгались. И постепенно, повышая ее до высокой, продолжаем взбивать до полувзбитого состояния. Это такое состояние сливок, когда они увеличились примерно в 2-2,5 раза. И венчик уже начинает оставлять следы на поверхности сливок, но они еще пока стекают с венчика, они еще достаточно жидкие. В этот момент добавляем через сито 70 граммов сахарной пудры, разминая все слежавшиеся комочки, и перемешиваем до однородности. К этому моменту желатин успел немного остыть. Добавляем к нему немного взбитых сливок, чтобы сравнять температуры, перемешиваем и добавляем эту смесь тонкой струйкой во взбитые сливки, продолжая взбивать на небольшой скорости. После добавления желатина продолжаем взбивать сливки до плотного состояния. Главное не перестараться и не перебить сливки, иначе они могут просто отсечься. Вот такой крем получился в результате. Перекладываем часть крема в кондитерский мешок и можно приступать к сборке торта. Для начинки моем 300 граммов клубники, обсушиваем и нарезаем на кусочки. Для торта выбирайте красивую, плотную и упругую ягоду, чтобы кусочки не потекли. Отлежавшийся в холодильнике бисквит разрезаем на 3 одинаковых коржа. Укладываем первый корж на блюдо или на подложку для торта. Для пропитки бисквита я подогрела в микроволновке 60 граммов молока, добавила 1 чайную ложку сахара, перемешала и пропитка готова. Пропитываем корж, уделяя внимание в том числе и краям. Нижний корж нужно пропитывать чуть меньше, чем следующие.
Срезаем край кондитерского мешка и наносим крем на корж. Слегка разравниваем палеткой и делаем бортик по краю. В середину укладываем нарезанную свежую клубнику. Разравниваем и покрываем тонким слоем крема. Укладываем следующий бисквит, выравниваем его по центру и продолжаем собирать торт, повторяя предыдущие шаги. Следим, чтобы торт получился ровным. При желании верхнюю корочку у бисквита можно срезать. Собранный торт покрываем оставшимся кремом и слегка выравниваем. Далее при помощи вот такого шпателя с зубчиками можно сделать узор на боках и наверху торта. И вот такой тортик у меня получился. Я украсила его свежей клубникой, посыпала фисташковыми лепестками и добавила немного стружки из белого шоколада. А после того, как торт стабилизировался в холодильнике, можно его разрезать и посмотреть, как он выглядит внутри. Торт получается очень легкий, нежный и тающий во рту. Обязательно приготовьте. Желатин в креме не влияет на вкус и нежную воздушную текстуру, но делает крем из взбитых сливок более густым и стабильным. Срезы клубники можно покрыть нейтральной глазурью, чтобы она не заветривалась и подольше сохранила свой свежий внешний вид. Ссылку на рецепт нейтральной глазури я оставлю в описании. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.